Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас у себя дома. Сегодня мы займемся изготовлением свечи для мужчин. Подарок для мужчин. Будем делать свечу бурбон. Итак, все, что нам необходимо будет для работы, вы видите сейчас у себя на экранах. Мы будем пользоваться гелевым воском, ароматизатором бурбон, а также красителем желтым и красным. Мы будем делать эту свечу, применяя две техники. Техника номер 1. Итак, для начала мы, как всегда, закрепляем фитиль на дне бокала при помощи липкой липучки. С этим моментом, друзья, вы уже, я думаю, давно знакомы и знаете, что делать и как, поэтому я не буду заострять особо внимание на это. Теперь, что мы сделаем? Мы нарежем маленькими аккуратными кубиками гелевый воск. И я вам покажу, зачем он нам будет необходим вот в таких вот кубиках. Если они не получаются у вас абсолютно одинаковыми, ничего страшного, потому что мы будем укладывать их внутрь бокала. Также мы будем работать и с другой частью гелевого воска, которую нам придется растопить, а потом окрасить. Пока мы только нарезанные наши кубики, которые напоминают лед, укладываем в бокал. Теперь нам нужно будет расплавить остальную часть гелевого воска, но помните, он плавится очень быстро, оставлять его без присмотра нельзя. Мы будем работать с кубиками, которые мы положили в бокал, и заливать мы их будем расплавленным воском, который уже у нас расплавился. Добавляем туда краситель и ароматизатор. Ароматизатора добавляйте не очень много. Почему? Потому что чересчур много ароматизатора, свеча будет плохо гореть. Но помним, друзья, мы работаем с гелевым воском сейчас, который расплавили и который дали постоять, немножечко остыть. Часть видео, где вы видите сейчас, как я пытаюсь окрасить гелевый воск и добиться цветности бурбона, помним, виски бывают разным. Бывает желтоватый, бывает темно-коричневый. В зависимости от того, какую цветность вы хотите добавить и добиться, вам нужно будет пользоваться маленькими точечными добавлениями разных красок, чтобы не переборщить с краской и чтобы у вас получилась та цветность, которую вы хотите. Проверять лучше всего, я вам когда-то уже рассказывала, пользуясь полотенцем бумажным, потому что любая краска на белом бумажном полотенце будет показывать вам примерно, какой краситель нужно добавить, что нужно улучшить и какой цветности вы уже добились на данный момент. Вот видите, я все время что-то добавляю, мне кажется, нужно еще немножечко, чтобы было более желтоватый оттенок у нашей свечи, у нашего бокала бурбона. Итак, друзья, теперь тоненькой струйкой мы заливаем кубики льда, выдуманные нами из гелевого воска, в наш бокал. И буквально через минуту я покажу вам, что они не тают, потому что мы не плавятся, потому что мы заливаем гелевый воск не горячий, а остывший, слегка остывший, чтобы сохранить эти кубики, которые будут напоминать нам как бы кубики льда внутри бокала. Гелевые кубики не расплавятся. Также старайтесь наливать тоненькой струечкой и медленно, чтобы избежать пузырей. Вот что у нас получается. Теперь мы можем украсить, добавив нарезанные гелевые кубики сверху в бокал, и это создаст эффект ледяных кубиков в бокале. Теперь обрезаем фитиль, и все, вуаля, наша свеча готова. Быстро и очень даже креативно, как мне кажется. Я вот показываю вам цветность, специально понесла как можно ближе к лампе, чтобы вы видели, что когда наша свеча будет гореть, эти кубики, которые мы положили внутрь, будут видны.
Итак, то, чего мы пытались добиться, надеюсь, немного похоже, хотя бы. И теперь переходим к технике номер 2. Идем от противного, друзья. Если вначале мы ложили кубики гелевые внутрь бокала, то теперь мы в первую очередь тоненькой струечкой наливаем расплавленный воск, уже окрашенный. Второй бокал я сделала немного темнее, чем первый, для того, чтобы показать, что вы можете играть с цветностью. Теперь бокал должен немножечко постоять. Вот вы видите сейчас грубейшую ошибку, которую я допустила. Я начала ложить кубики льда сверху, не дав достаточно остыть воску. Сейчас, постояв немного, вы видите, что воск не такой жидкий, а более как бы плотноватый. И когда я уже ложу нарезанные кубики гелевого воска, они не тают. Первое действие было неправильным, ошибочным. Как только я положила 2 кубика, они тут же растаяли. Сейчас как раз выдержанная температура воска. Все, друзья. Первая или вторая техника, как вам будет удобно. Буквально за 15-20 минут у вас будет свеча для ваших любимых мужчин. Я надеюсь на ваши отзывы, лайки, вопросы. Буду рада ответить и увидеться с вами в следующем видео, в следующем выпуске. Пишите, друзья. Я очень люблю с вами общаться, мне очень нравится. И если вам нравится мое видео, пожалуйста, поддержите мой канал вашим комментарием, репостом или лайком. Что вам будет удобно, и я буду вам за это очень признательна. До следующих выпусков!